Всем добрый день! Сегодня мы с вами поговорим о цветниках и хочу предложить вам лучшие идеи для оформления цветочных клумб. Цветник– это архитектурное чудо, можно сказать, которое окружено зеленой травой, газоном. В состав цветочной клумбы могут входить как одиночные, так и групповые посадки, различные элементы декора, площадки, фонтанчики и так далее. Существует масса дизайнерских решений, при помощи которых можно организовать красивую клумбу даже самостоятельно, не привлекая дорогостоящих дизайнеров. Выделяют огромное количество различных видов, но я сегодня остановлюсь на нескольких видах цветников. Итак, цветник-бордюр. Это грядки определенной площади, обычно удлиненной формы, приблизительно 30-50 сантиметров, иногда до 70 сантиметров. Высаживают здесь, как правило, низкорослые растения до 30-35 сантиметров, хотя могут присутствовать и достаточно высокорослые. Здесь могут быть однолетние культуры и многолетние, более высокие по своим размерам. Также такие цветники могут состоять из очень ярких однолетних культур, которые цветут в течение всего летнего сезона. В любом случае они очень эффектны, очень красивые, очень яркие, могут располагаться по одной стороне дорожек или с одной. Рабатка. Это очень похожий цветник, очень похож на цветник-бордюр. Обычно высаживают сюда однолетние культуры. Рабатки очень красиво смотрятся вдоль дома, вдоль каких-то любых строений. Также вдоль дорожек можно организовать рабатку. Она может быть или же двухсторонней, то есть располагаться по обе стороны дорожки или по обе стороны каких-то строений, или может быть односторонней, вот как вы видите сейчас на картинке, вдоль забора, в зоне отдыха. Состоит она из однолетников. В любом случае очень эффектно и стильно смотрится. Следующее – это миксбордер. Это цветочная клумба удлиненной формы. Кстати, форма может быть также различной. У меня, например, располагается миксбордер прямоугольной формы прямо посреди газона, в котором высаживают растения различных видов. Поэтому и палитра цветов, окрасок здесь будет различной. Как правило, дачники такие миксбордеры создают у себя на дачном участке. Они всегда эффектны, всегда красивые и очень яркие. Дополняют многолетние культуры какими-то однолетними, которые, как правило, высаживаются по краю миксбордера. Следующий вид клумб, который тоже очень эффектно и красиво смотрится, очень стильно, и особенно в последнее время его применяют, это каменистый сад. Сюда входят альпинарии, рокарии и сухие ручьи. Несколько лет назад я небольшой рокарий соорудила у себя на дачном участке буквально за 2–2,5 часа. Сейчас я провожу реконструкцию, об этом будет отдельный разговор и отдельное видео. Главный акцент мы здесь делаем, конечно же, на камнях различной формы, различной величины. И, как говорится, по вашему усмотрению. Очень красиво смотрятся рокарии из кустарников, с каких-то цветочных культур. Альпинарии очень эффектные, как правило, сооружаются из крупных камней, дополняются мелкими камнями, какими-то элементами определенными. Здесь могут присутствовать как какие-то однотипные растения, так и очень сложные, очень интересные, многоцветковые растения. Очень красивые также в альпинарии сочетания хвойников и различных таких культур, которые сбрасывают листву в осенний период времени, то есть листопадные.
Очень красиво смотрятся сухие ручьи, которые придадут вашему участку какую-то геометрию, какую-то определенную геометрическую форму. Они удлинят ваш участок и сделают более привлекательным. Главное в создании каменистого сада – это естественность. Следующее – это клумба-партер. Как правило, она имеет квадратную или прямоугольную форму, располагается в центре сада. И, как правило, такие партерные клумбы располагаются возле очень крупных зданий, дворцов, каких-то огромных сооружений. Они могут также состоять из кустарников, каких-то низкорослых кустарников, или же каких-то цветочных культур, например, однолетников. Также можно клумбу создать возле отдельно стоящего дерева. Вот у меня есть такая клумба. Можно создать клумбу из ярких гейхер, папоротников, из хост и так далее. Отдельно стоящие клумбы, которые можно расположить, переставлять их куда угодно, в зависимости от ваших предпочтений. Горшочные клумбы тоже очень эффектно смотрятся и очень красиво. В любом случае, используя вот эти элементы ландшафтного дизайна, вы сможете создать прекрасный сад, который будет долгое время вас радовать и приносить вам огромное удовольствие.